Приветствую всех, друзья! Меня зовут Евгений, и сегодня хочу рассказать про удивительный станок для деревообработки, выпущенный аж в 1923 году. Собственно, поговорим о комбинированном станке компании Crescent. Конечно же, я не стал бы показывать вам этот станок, если бы он не был таким интересным в плане конструкции и функциональности. Но на минуточку, этот монстр вполне может заменить все станки в мастерской, если, конечно, вы занимаетесь деревообработкой. Да даже если нет, то этот станок может привлечь ваше внимание своим конструктивным решением и дизайном. Станок выполняет 4 основные функции обработки дерева, и это фугование, фрезерование, распиловка циркулярной пилой и распиловка ленточной пилой. И все эти части станка приводятся в движение одним лишь двигателем и целой системой шкивов для плоского ремня. Отдельные функциональные части станка включаются специальными рычагами. Почти все рабочие столы станка могут изменять положение относительно горизонтальной плоскости по первому требованию рабочего, а контролировать угол крена стола помогают специальные градуированные линейки и рычаги с червячным механизмом. Фуговальный стол, кроме логичного бокового упора, который, кстати, тоже может наклоняться на нужный угол, комплектовался и верхним упором, что превращало его в подобие рейсмуса. Под столом с двух сторон от центра под 45 градусов располагаются маховики, регулирующие высоту подъема стола. Ну а в самом низу можно заметить рычаг включения станка, который по сути является простым натяжителем ремня, так как двигатель в это время уже работает. Циркулярный стол также имеет регулируемый боковой упор. С правой стороны над двигателем находится рычажок для регулировки вылета пильного диска, а спереди огромный рычаг включения данной части станка. Фрезерный стол вполне обычный, однако имеет достаточно малые размеры ввиду особенностей конструкции всего станка. Также оснащен рычагом включения вертикально расположенного шпинделя, и в данном случае он находится в самой нижней части станка, как бы намекая, что можно включать и нижней конечностью. Спереди на середине высоты станка располагается рычаг подъема шпинделя. Самой массивной частью станка является ленточная пила с огромными приводными колесами. Верхнее колесо оснащено механизмом натяжения пилы, правда корпус для защиты отсутствует, хотя кто в эти годы думали о технике безопасности? Ну а на этом все. Мне остается только пожелать вам хорошего настроения, интересных идей. Спасибо огромное за внимание. Всем пока.